После завершения строительства гнезда самки приступают к откладыванию яиц. Как и большинство других птиц, ласточки несут по одному яйцу в день. В случае похолодания возможны перерывы, после которых самка кладет оставшиеся яйца. Сам процесс снесения яйца приходится на утренние часы. У самок с опытом обычно число яиц кладки больше, чем у молодых матерей. Во вторых и третьих кладках за сезон число яиц уменьшается. Ласточка-касатка кладет от 2 до 8 яиц, обычно 4-6. Известны гнезда и с 16 яйцами, но в таких случаях, очевидно, участвуют несколько самок. В отличие от воронка и береговушки, у которой яйца имеют белую скорлупу без рисунка, яйца деревенской ласточки украшены темными пятнышками, сгущающимися к тупому концу. Оттенок этих крапин бывает разным – сероватым, буроватым, розоватым или рыжеватым. Кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки. В целом именно веснушки больше всего и напоминают эти точки и пятнышки на скорлупе. Рисунок на яйцах обычно означает потребность замаскировать кладку от постороннего наблюдателя. И действительно, в отличие от воронка и береговушки, постройка деревенской ласточки более открытая. После начала кладки самка уже почти всегда ночует в гнезде. Плотное насиживание начинается по завершению кладки, но иногда уже и в середине, что потом заметно по разнице в скорости развития птенцов. Основная роль в насиживании принадлежит самке. Самец, если подменяет подругу, то ненадолго. Начало откладки яиц и первые дни насиживания самое тревожное с точки зрения беспокойства. Именно на этой стадии некоторые виды осторожных птиц могут бросить гнездо, в том числе и с полной кладкой. Поэтому за инкубацией у ласточек я наблюдал уже на вторую неделю после завершения кладки, когда у птиц выработалась большая привязанность к гнезду. Более того, я оставлял камеру всего на 1 час и дополнительно со стороны убеждался, что хозяева гнезда возвращались в сарай, когда я уходил. Конечно, синантропные виды очень терпеливы к беспокойству, и мне, например, неизвестны случаи, чтобы ласточки в сарае бросали гнезда с яйцами. Но осторожность и деликатность в общении с природой лучше всего держать за правило, чтобы сохранять трепетное отношение к любым существам. Тем более, что гнездование ласточек рядом с человеком – это прежде всего доверие. А доверие надо не только заслужить, но и оправдать. Ладно, пусть кормит. Корми, корми, все, я ухожу. Давай, давай. За пару дней наблюдений я не застал за насиживанием самца. Кроме того, не было отмечено и кормление самцом самки. За час в среднем птичка отлучалась 2-3 раза. Перерывы на перекус длились от 1 до 5 минут, не больше. По наблюдениям других натуралистов, отсутствие птиц на гнезде доходит до 45 минут, хотя чаще отлучка на сетке не превышает 15-20 минут. Инкубация у касаток длится от 11 до 20 дней, в среднем 13-16 суток. Затяжные сроки обычно случаются при похолодании, хотя зависимость от погоды у деревенских ласточек выражена слабее, чем у воронков и береговушек. Обычно первые птенцы появляются на 13-14 сутки после откладки последнего яйца, а последний птенец вылупляется через 2 суток после появления первого. За неделю до откладки яиц, а то и раньше, городские ласточки начинают регулярно спариваться в гнезде. Нередко это происходит в еще недостроенной чаше. Любовь обычно случается утром, когда обе птицы находятся в гнезде.
реже вечером. Так же, как деревенские ласточки, воронки могут делать это и на проводах, антеннах, либо в местах сбора грязи. Правда, насколько это спаривание происходит по любви, а насколько по принуждению, судить сложно. Во время откладки яиц спаривание еще продолжается, но скорее по инициативе самца, чем самки. Откладка происходит в 7-8 часов утра. По наблюдениям в Ленинградской области с 5:30 до 9:30. В это время самка много спит, а самец сторожит гнездо и следит за обстановкой в окрестностях. Каждый день откладывается по одному яйцу, но в ненастье возможны перерывы до 6 дней, после чего самка продолжает кладку. Обычно кладка городских ласточек состоит из 3-6 яиц. Считается, что при кладке больше 7 яиц возможны подкидыши от соседок. Насиживание продолжается 14-16 суток. В некоторых случаях возможны интервалы в 11 и даже в 20 дней. Отлучки птиц до 20 минут обычно никак не сказываются на сроках инкубации. Но если из-за холодной погоды или беспокойства ласточки оставляют яйца на более длительное время, тогда увеличиваются и сроки инкубации. Самец принимает в этом процессе посильное участие. Однако его роль, как считается, больше сводится к сохранению тепла, а не к нагреву. Это связано с тем, что у самца почти не образуется наседного пятна, голого участка кожи на животе и груди. Такое пятно образуется у самки на период инкубации и первых дней развития птенцов. Береговые ласточки, подобно деревенским и городским, могут спариваться на проводах. Также считается, что птички могут этим заниматься в норе. Кроме того, некоторые натуралисты наблюдали попытки спаривания в воздухе. В этом плане береговушки приближаются к стрижам. Стрижи действительно умеют спать в полете в прямом и переносном смысле слова. Правда, насколько это эффективно – большой вопрос, ведь в гнездовой камере стрижи тоже спариваются. Но вернемся к береговушкам. Каждый день самка откладывает по яйцу, пока не сформируется полная кладка из 4-6 яиц. В некоторых гнездах бывает от 1 до 8. Но это пограничные значения. Насиживают в равной степени и самец, и самка. Но так же, как у воронков, наседное пятно есть только у самки. Инкубация у береговушек в среднем длится 12-16 суток, иногда до 3 недель. Птенцы в гнезде и вылупление. О начале вылупления у ласточек можно узнать по выносу скорлупы. В отличие от многих птиц, они редко уносят скорлупу далеко. Воронки, например, могут выкинуть скорлупу за борт, не вылезая из гнезда. А деревенские ласточки просто вынесут из сарая и уронят в паре десятков метров на землю. А это когда появились-то? Когда появились эти скорлупки? Вот я только сегодня обнаружил, Вась. Ну может сегодня, значит. Утром я сидела тут, укроп перебирал, я что-то не видела. Береговушки тоже сразу выносят скорлупу прочь, как и любой мусор. Хотя часть скорлупы ласточки могут съесть сами и даже скормить птенцам. Развитие птенцов. Птенцы у ласточек появляются иногда все дружно, а порой и в течение 2-3 суток. Поначалу они полуголые, слепые и беспомощные, как и у всех воробьиных птиц, поэтому нуждаются в хорошем обогреве. В первые дни вылупления самка почти все время обогревает птенцов. Эту стадию развития мы пропустим и сразу перейдем к возрасту 4-5 суток и старше, когда у птенцов прорезаются глаза. В возрасте 5-7 дней и старше птенцы не только прозревают, но успевают немного опериться. Они все еще выглядят страшненькими, но днем уже почти не нуждаются в родительском обогреве. Самые открытые гнезда у деревенских ласточек. Поэтому на их примере мы и познакомимся с семейными хлопотами по воспитанию потомства. Забота о птенцах у касатки. Лето 2021 года на юге Рязанской области, в моей родной деревне Денисово,
выдалось довольно жарким, за исключением самого начала. Тем не менее, в июне ласточки-касатки успешно подняли на крыло первых птенцов, а в начале июля уже подрастали спиногрызы из второго выводка. В сарае у соседей через дорогу ласточки гнездятся не первый год, но из-за короткого отпуска я никак не мог застать наиболее интересный период развития птенцов. В этом году мне повезло. Я пару дней поснимал птенцов из второго выводка незадолго до их вылета. 4 июля птенцы уже почти были готовы к самостоятельной жизни. По крайней мере, с соблюдением порядка в доме у них все было налажено. Родители продолжали кормить птенцов. Но внешне они ничем не отличались от слетков, которые во множестве уже собирались на антеннах и других удобных присадах. В гнезде осталось всего 3 птенца, так что логично предположить, что 1-2 собрата уже могли вылететь. И хотя в хвостике еще не образовалась характерная вилочка, крылья у юных ласточек вполне сформировались. «5 июля птенцы еще сидели в гнезде, но от скуки готовы были разобрать на части свое убежище. Иногда родители прилетали без корма и, возможно, пытались выманить птенцов из гнезда, показывая, куда нужно вылетать. Паук, заглянувший к ласточкам на огонек, птенцов не испугал, а наоборот вызвал несомненный гастрономический интерес. Так что ему повезло, что он успел вовремя унести все свои 8 ног. Вместо того, чтобы слопать паука, птенцы время от времени хватали друг друга за клюв. Или теребили соломинки, не дававшие им покоя. В гнезде становилось тесно, поэтому время от времени кто-то из собратьев отправлялся в пешее путешествие под потолком сарая. Вскоре я уехал в Москву, а мои пернатые земляки в возрасте 3 недель успешно покинули гнездо. Пара ласточек не прогадала с погодой. В самом разгаре лета их дети вылетели из гнезда. Первое время слетки еще будут много отдыхать и мало летать. Они даже могут поначалу возвращаться в гнездо на ночевку. Родители около недели будут их подкармливать, а потом семья распадется. Часть взрослых птиц уже будет грезить о заслуженном отпуске в Африке, а другие возьмутся за постройку очередного гнезда. Знакомая пара ласточек в деревне так и поступила. К 25 июля они сделали 3-е гнездо в сарае, уже подальше от выхода. Самец весело, с новыми силами щебетал любовную серенаду. И вот 31 июля птица уже сидела на 4 яйцах, рассчитывая на продолжение теплого лета. Случай такого позднего гнездования для Рязанской области, прямо скажем, незаурядный. Для примера, в Ставропольском крае откладка яиц с деревенскими ласточками в конце июля и в августе – это единичные случаи. Менее 1% пар способны на 3-й цикл размножения. Если мы вернемся в Рязанскую область, то в 2021 году июль выдался не хуже, чем на юге России. Температура воздуха днем в среднем за месяц составила почти 28 градусов по Цельсию. Также жарко начался и август, поэтому скоро, примерно в середине месяца, все 4 птенца успешно вылупились, подросли и прозрели.
третьей декады августа я начал ежедневно наблюдать за развитием птенцов. Мне было интересно, как ласточки встретят календарную осень в гнезде. Частота кормления птенцов. 23 августа птенцы выглядели уже довольно бодрыми. Судя по оперению и открытым глазам, они находились примерно в недельном возрасте. А значит, им нужно хотя бы пару недель хорошей погоды, чтобы возмужать. Если повезет, ласточки еще успеют запрыгнуть в последний вагон, отбывающий в сентябре в теплые края. Родители птенцов уже привыкли к установке камеры и дополнительному освещению. Вскоре после того, как я ушел, птицы продолжили кормить своих подопечных. За 4 часа наблюдений в среднем на каждый час пришлось 23 подлета с кормом. И несмотря на усилия родителей, похоже, что корма на 4 птенцов было не так уж и много, поскольку за время наблюдений только один птенец справил нужду. Крайне редко птицы задерживались у гнезда больше, чем на 1-2 секунды. То есть можно сказать, что ласточки охотились за насекомыми почти без отдыха. Рабочий день ласточек в Кемеровской области в середине лета начинается после 5 утра и заканчивается почти в 10 вечера. То есть суммарно птицы кормят птенцов 2 человеческих смены подряд, больше 16 часов. При этом количество прилетов с кормом в первые дни жизни птенцов довольно редки – 140-160 раз в сутки. К двухнедельному возрасту эта цифра достигает 500-580 раз, а затем перед вылетом снижается до 230-300 раз. То есть количество прилетов в час получается в среднем сначала 10, потом 35 и, наконец, 15 раз в час. Это данные для Кемеровской области, полученные в 1978 году. Другие натуралисты иногда указывают до 800 прилетов с кормом за сутки. В одной порции корма ласточки-касатки обычно содержится 10-20 мелких членистоногих или одно крупное насекомое. Кормление птенцов у городских ласточек. Для сравнения, у воронка количество мелких беспозвоночных в порции может превышать 100, а в среднем это порядка 30-60 штук. Может быть, поэтому суточное число кормежек у воронков чуть меньше, чем у касатки, и в зависимости от возраста птенцов изменяется от 35 до 430 раз в сутки. При этом частота подлетов может меняться от 8-15 до 30-50 раз в час. По аналогии с мелкими ракообразными морей, птенцы городской ласточки называют воздушных насекомых крилем. Подросшие и вечно голодные они выглядывают и так прямо и говорят: «Криль». Птенцы-касатки у гнезда ведут себя скромнее, и пока родителей нет, лишний раз не шумят. Ну вот, разве что во время кормежки могут позволить себе немного писка и возни. На второй день наблюдений, 24 августа, лето продолжало радовать солнцем и теплом. Плюс 25 градусов по Цельсию – вполне подходящая температура воздуха для активности насекомых и плодотворной охоты ласточек-касаток. За час до полудня птички регулярно прилетали с добычей. Иной раз порции корма даже хватало на 2 голодных рта. И мухи, в соответствии со статистикой, о которой мы уже говорили, действительно часто оказывались главной составляющей меню. Еще вчера было лето. Вчера было 24 августа. И было 24-26 градусов тепла в тени. А сегодня уже 16 градусов, уж за полдень. Первый час сейчас. Прям похолодало, запахло осенью. И кажется, вот-вот будет дождик.
Вчера ласточки-касатки активно кормили своих 4 птенцов, запоздалый. Второй выводок, а может быть и третий. Но они вчера прилетали, я вот камеру посмотрел, час за час прилетели, 30 раз покормили птенцов, самец и самка. То есть практически каждые 2 минуты была кормежка. А вот как сегодня, прям вот и не вижу их, обычно подойдешь сюда, и они уже беспокоятся, ласточки. А то и не видать. Ну а ласточки-касатки, они умеют охотиться в дождь, так что я надеюсь, все-таки кормежки были. Однако за 3,5 часа в режиме видеоловушки камера запечатлела всего 3 подлета с кормом. Другими словами, похоже, что пасмурная погода и температура плюс 16 градусов вынудила родителей держать птенцов на голодном пайке. По крайней мере, так получилось с 9 утра до полудня. Знаете, друзья, вот иногда в фильмах, ну не иногда, а довольно-таки часто, любые драматические события начинаются с дождя. Обязательно льет какой-то ливень. И в природе, к сожалению, бывает так же. Вот сегодня прям дождь льет, сейчас чуть-чуть притих. Но, тем не менее, очень проблематично добыть насекомых ласточкам для того, чтобы прокормить своих птенцов. И вот под большим вопросом уже жизнь 2 младших. Старшие еще держатся, но сколько они продержатся, непонятно. Поэтому я сейчас вот камеру наблюдения сниму, чтобы никак не мешать ласточкам кормить птенцов. Хотя тут дело не в камере. В камере они уже давно привыкли и кормили, когда стояла жаркая теплая погода, каждые 2 минуты. А сейчас за час буквально несколько прилетов. Надежда еще есть. О как. Видите? 3 птенчика еще. Есть шанс, что продержится, если погода позволит. А так вообще, конечно, вот иногда считается, что птицы могут предсказывать погоду. Вот, друзья, если бы ласточки эти могли предсказать, что будет вот такое ненастье, вряд ли бы они затеяли так поздно гнездование. Но посмотрим, как будут развиваться события. Если вот солнышко появится, вернется, то, я думаю, шансы есть. А если нет, то... Итак, в первой половине дня родители почти не кормили птенцов, а отсиживались в сарае, пережидая дождь. Любопытно, что первые дни жизни птенцы ласточек очень быстро набирают вес. В возрасте 2 недель они весят больше, чем взрослые. Но примерно за неделю до вылета птенцы худеют. И это при том, что родители при хорошей погоде кормят их не хуже, чем раньше. Один день вынужденной голодовки птенцы могут пережить за счет жировых запасов. А дальше только надежда на солнце и вера в тепло удерживают живой дух в озябших телах птенцов. Ну, после ненастья приходит счастье. Правда, не для всех. Только 2 птенца из 4 открывают рты и сидят пока еще бодро в гнезде. Сегодня 27 августа, 25 градусов в тени, и ласточки, вот я вижу, прямо без остановки летают и кормят своих птенцов, торопятся, потому что непонятно, какая будет погода дальше, и впереди осень. Солнечная погода даже при невысокой температуре воздуха в тени оживляет приунывших насекомых, и ласточки с новыми силами отправляются на охоту. Около 10 утра я продолжил наблюдение за гнездом ласточек. 2 дня пасмурной и прохладной погоды не прошли даром.
Два птенца отдали дань природе, чтобы оставшиеся в живых собратья смогли продолжить борьбу за жизнь. Жизнь животных – это прежде всего движение. Но движение жертвы, например, насекомых, может стоить им жизни. За красивую окраску и беспечность приходится дорого платить. Птенцы уже достаточно подросли, чтобы проглотить дневную бабочку. Родители пытаются наверстать упущенное и иногда приносят корм сразу двум птенцам. Всякий раз при влете в сарай птицы не только кормят, но и как могут подбадривают детей щебетом. За 4 часа наблюдений ласточки в среднем кормили птенцов 17 раз в час. Это не так уж часто, но с учетом того, что осталось всего 2 птенца, такой периодичности оказалось достаточно, чтобы они восстановились после 2 дней бескормицы и продолжили развитие. 28 августа к солнцу добавился небольшой ветерок. Насекомые праздновали продолжение лета. Стрекозы резвились у воды, ловили мелких воздушных беспозвоночных, отдыхали на пожухлых стебельках растений. Эти красивые вертолетики тоже иногда попадали на стол к птенцам. Правда, родители порой переоценивали возможности едоков. Например, трясогузки прекрасно знают, что у крупной стрекозы сначала надо непременно оторвать крылья, и только после тщательной обработки отбивную из стрекозы можно нести птенцам. В середине дня, когда воздух хорошо прогрелся, за пару часов наблюдений ласточки-касатки покормили птенцов 51 раз, то есть примерно 25 кормежек в час. Иногда родители приносили корм в клюве, показывали птенцам и вылетали. Обычно так родители делают, когда хотят выманить детей из гнезда. Возможно, по срокам уже и пришла пора вылетать, но внешне птенцы еще явно не дотягивали до полноценных слетков. Старый кот залез на крышу сарая, где живут ласточки. Родители тут же залетели внутрь и дали сигнал птенцам. Они уже поумнели и на голос тревоги затихают и прижимаются к гнезду. Считается, что эту житейскую мудрость птенцы осваивают к 15-дневному возрасту. Судя по звукам, кот зашел в сарай и что-то долго ел внизу, прямо под гнездом ласточек. Из-за трапезы кота птицам пришлось сделать 20-минутный перерыв в кормлении. Если вычесть это время, то получается, что ласточки кормили птенцов примерно 30 раз в час, то есть каждые 2 минуты. На следующий день, 29 августа, с 9 утра до часу дня, ласточки кормили птенцов как раз примерно с такой же частотой – 31 раз в час. Время от времени родители продолжали выманивать птенцов из гнезда, предлагая корм и вылетая с щебетом из сарая. Но чаще и кормление, и вынос засохшего помета проходили как прежде. За один подлет родители кормили обычно одного птенца. За 4 часа наблюдений было всего 2 случая, когда порция была поделена между собратьями. Оба птенца уже более уверенно садятся на край гнезда, чтобы не пропустить очередного кормления. В один из визитов самка кого-то испугалась и дала сигнал детям затаиться. Через 3 минуты по соседней балке пробежала мышь. Этот грызун не так велик, чтобы осмелиться напасть на подросших птенцов. Но будь это не мышь, а, скажем, серая крыса или ласка, и жизнь птенцов была бы
под угрозой. А это как раз тот редкий случай, когда кошки встают на защиту птиц. Птенцы уже перестали набирать массу, и идет активный рост оперения. Наконец начинают облетать пушинки с головы. А значит, совсем немного осталось до вылета. 30 августа ласточки кормили птенцов как заведенные. Частота кормлений достигла в среднем 35 раз в час. На один подлет, как и прежде, хватало 1 секунды. Лишь изредка взрослые птицы задерживались у гнезда на несколько секунд. Все остальное время птенцы занимались чисткой оперения и тренировкой крыльев. Ну вот, хорошо, жара 30 градусов в тени второй день, и, конечно, кормят ласточки исправно. Недалеко от сарая с жилым гнездом другие ласточки собирались на антенне и будто ждали, когда к ним присоединятся последние слетки сезона. Последний день лета, 31 августа, птенцы провожали уже возмужавшими. На голове пропали остатки пуха. Крылья окрепли, и в целом оба выглядели как полноценные слетки, только продолжали оставаться в гнезде. Их еще никто не учил, но, похоже, они уже знают, что надо делать с пролетающей мимо едой. Умение правильно щелкать клювом уже половина успеха. Осень началась с пасмурной, угрюмой погоды. 1 сентября, когда все первоклашки отправились в школу на первый звонок, наши птенчики продолжали отсиживаться дома. Сегодня уже 1 сентября, друзья, но ласточки все еще сидят в гнезде, 2 оставшихся птенца. Они уже, в принципе, хорошо подросли. Вчера у них исчезли остатки пуховых перьев на голове. Выглядят они практически как взрослые. И, в общем-то, им пора уже учиться. Пора вылетать из гнезда, потому что впереди осень, а нужно еще несколько дней, чтобы они полетали. Тут родители их покормят. После вылета обычно ласточки порядка 3 недель сидят в гнезде. Эти вылупились почти 3 недели назад, наверное, чуть меньше. Их было всего 4, и во время похолодания, вот 2 дня было плюс 16, плюс 18, а второй день вообще практически весь день шел дождь. И из-за того, что, видимо, не кормили или мало очень кормили ласточки, осталось вот только 2 старших. Младшие в таких случаях погибают, а старшие остаются. Ну и, в общем-то, им пора лететь на юг, а мне пора ехать на север, в столицу. Поэтому вот сегодня, наверное, последний день я их поснимаю. Ну, уже поснимал. Сегодня ласточки кормили не так часто, в среднем 22 прилета с кормом за час. Зато все чаще и смелее проходили тренировки крыльев на краю гнезда. И в целом, если сравнить сентябрьских птенцов с июльскими, то младшие выглядят уже не хуже, чем старшие собратья за день до вылета из гнезда. Хотя по габаритам до взрослых птенцы пока не дотягивают, особенно по длине хвоста и крыльев. И хотя птенцы еще не умеют летать и охотиться сами, удивительно, что без всякого обучения они знают, что нужно делать с соломинкой в гнезде, которая выпирает с краю. Похоже, что строительные навыки идут в комплекте с умением есть, пищать и ходить в горшок за пределы лотка. А вот муха на потолке пока не по зубам. Пока только на колосках приходится тренироваться. Очередной день в гнезде прошел хорошо. 2 сентября, в день моего отъезда в Москву, я поставил камеру наблюдения слишком рано, около 7 утра.
Незадолго до этого прошел дождь. Начинающийся солнечный день никак не мог прогреть воздух. Утром на градуснике в саду было всего плюс 13, плюс 14. Поэтому насекомые еще толком не раскочегарились. За 80 минут ласточки покормили птенцов всего 9 раз, то есть около 7 кормежек в час. Однако похоже, что редкое кормление было еще связано с тем, что родители пытались выманить птенцов на улицу. Иногда они давали только часть насекомых и садились в сарае недалеко от гнезда. Птенцы показывали родителям, что они тренируются, но оставить уютное гнездо пока не готовы. Некоторые натуралисты сообщают, что родители могут даже насильно выталкивать птенцов из гнезда, когда пришла пора к свободному полету. Но в нашем случае родители ограничивались выманиванием кормом. Возможно, ласточки и правда что-то предчувствовали насчет грядущей погоды, а потому спешили вывести птенцов из сумрака сарая на Божий свет. Но детям было страшно сделать первый шаг, и они не слушались призыва родителей. Снова и снова взрослые птицы садились в гнездо без корма и вылетали на улицу, показывая птенцам выход. Как объяснить им, что скоро начнутся холода, что не только птенцам, но и родителям трудно будет найти достаточно корма, чтобы выжить и отправиться в осеннее путешествие? Родителей надо слушаться. Я уехал в Москву, и столица встретила меня дождями и холодом. Со слов мамы, в Денисове, хотя и не было дождей, но температура воздуха упала до 9-10 градусов, а утром 7 сентября было всего плюс 5 градусов по Цельсию. Взрослые птицы держались птенцами до последнего, но кормить их было практически нечем. Утром 8 сентября птенцы уже не проснулись. На рубеже времен года погода часто бывает нестабильна. Поэтому все птицы, что гнездятся слишком рано или слишком поздно, конечно, рискуют. Даже в Европе, где климат более мягкий, лишь избранные пары приступают к третьему гнездованию. Одна из наиболее северных стран, где достоверно доказано 3 цикла размножения деревенской ласточки, это Швеция. В то же время второй цикл довольно обычен, и он отмечается у 40-90% пар. Городские ласточки в средней полосе России почти всегда ограничиваются одним циклом, на который уходит минимум от 60 до 80 дней, включая периоды постройки гнезда и подкормку слетков после вылета. Более обычны 2 цикла в Западной Европе и на юге гнездового ареала. 3 цикла возможны в порядке исключения. Некоторые подросшие птенцы из первого выводка помогают родителям в кормлении младших братьев. Береговые ласточки тоже обычно ограничиваются одним циклом размножения. В Западной Европе и на юге ареала в России возможно и повторное размножение за сезон. При этом самка иногда оставляет подросших птенцов на воспитание самцу, а сама подыскивает второго мужа с готовой норой. Это позволяет сэкономить время и вывести птенцов еще раз.